Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Вы, наверное, подумаете, что я хочу приготовить какой-нибудь вкусный суп. На самом деле нет. Сегодня я буду готовить очень вкусное куриное заливное. Для заливного нам понадобится курочка, которую нужно будет отварить. Также нам понадобится пакетик желатина, его нужно будет заранее немножко замочить водой. Примерно минут 10-15. Желатин нужно будет немного помешивать, чтобы он не слипся. Пока желатин набухает, займемся другими ингредиентами. Первым делом мы нарезаем морковку. Чтобы блюдо получилось красивым, я из нее сделаю красивые яркие звездочки. В заливное нам понадобится одна большая морковь, которую мы нарезаем колечками примерно по 2-3 мм. Когда колечки готовы, вырезаю маленькие треугольнички по бокам. Таким образом получаются звездочки, ну или цветочки. Вот такая красота получается в итоге. Всю эту цветочную красоту мы отправляем вариться вместе с курочкой. Чтобы бульон был прозрачный и красивый, после закипания ставим на медленный огонь. Этот секрет должна знать каждая хозяйка. Ну а тем временем добавляем большую очищенную луковицу. Уже сейчас курочка с бульоном пахнет очень вкусно, невозможно удержаться. Тем не менее, нам надо запастись терпением, чтобы приготовить это блюдо до конца. Курочка должна отвариться примерно 30-40 минут. До такого состояния, чтобы мясо можно было отделить от костей. Пока варилась курочка, наш желатин уже набух, и понадобилось еще немножко воды. Добавляем немного воды и перемешиваем. До конца осталось совсем немного времени, и надо будет порезать чеснок и зелень. Чесночок я нарезаю тонкой соломкой, чтобы потом его не поймали дети. Вы даже представить не можете, как это все ароматно, вкусно пахнет. Для блюда нам понадобится еще черный перец. Уже когда курочка готова, практически высыпаем чесночок и заправляем перцем. Курочку нужно вытащить без бульона, чтобы потом отделить мясо от костей. Некоторые оставляют, но я, честно говоря, не очень люблю такой момент. Очень неудобно уже в готовом блюде с желатином вытаскивать эти косточки. Наконец, бульон нужно посолить и добавить желатин. Желатин кипятить не надо, бульон должен дойти до кипения. Аккуратно перемешиваем, чтобы лучок у нас не распался, и приступаем к зелени. Лук зеленый нарезаем тонкими кусочками, затем нарезаем петрушку. Стебли от петрушки я удаляю, нарезаю только листочки.
последний момент добавляем зелень и выключаем перед закипанием. Мясо нужно отделить от косточек и разделить на мелкие кусочки. Аромат, конечно, не передать словами, но вкус будет еще лучше. Разливаем бульон по пиалам. Если заливной вы будете переворачивать так, как я, на тарелку, то нужно постараться, чтобы яркие красивые звездочки или цветочки оказались в самом низу. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот рецепт, и вы с удовольствием приготовите что-то подобное. Всем большое спасибо за просмотр. Всего доброго. Я жду вас в следующем видео. Ну а кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Вас ждет много интересных рецептов. А когда остынет